Как я обещал, сегодня будет у нас хорошая новость. Давайте минут через 5-10 ее озвучу. Вот. Сейчас у нас на эфире 44 человека. Вот. Ну, давайте дождемся, не знаю, там еще 5 минут и объявим главную новость, а потом уже пойдем по тем новостям, которые у нас уже имеются. Так, ну что, ребят, все помнят, что в декабре месяце нас посетило высшее руководство Дубая. Я думаю, что все это помнят. Так, а что-то изображение не очень ясное как-то, или все нормально? Все хорошо, да, с изображением? Все чистенько, да? Ладно. Так, все помнят, что значит, в конце декабря высшее руководство Дубая посетило наш офис. Я считаю, что это очень крупное достижение. Вы помните все, что у нас очень долго длились эти самые переговоры. Вот. Значит, рассказ о наших проектах. В настоящий момент они продолжаются. Вот. Сегодня у нас, кстати, было несколько зумов на разных языках. Задавали вопрос, есть ли у нас подписанные документы или соглашения с Дубай. Нет, пока никаких соглашений, никаких документов у нас нет. Вот. Но в этом ничего страшного. Почему-то есть у меня уверенность, что в ближайшие 3-6 месяцев будет определена локация под реализацию экспериментального объекта. Ну, подробных условий пока у меня еще нет. Ну, к этому все дело идет. Я надеюсь, что все это сбудется, именно так это все и будет. Ну что, смотрите, кстати, ребят, в прошлом году у нас не было, вот у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 выпусков новостей за 50 дней. Мы уже как какое-то новостное агентство, понимаете, генерируем эти самые новости. Причем новости все достаточно серьезные. То есть у нас в патентное ведомство Японии подана заявка по проекту ветроэлектростанции. И сейчас мы достигли 5-го этапа. Наша заявка опубликована. Теперь ее можно найти через Google патентный поиск. Вот, она опубликована в Японии. Кстати, если кто-то захочет поподробнее изучить этот вопрос, пожалуйста, заходите в Google патентный поиск, вводите фамилию и номер документа, который вы хотите проверить, который вы хотите узнать, на каком он этапе находится. То есть у нас есть, напомню, вот такие флажки на сайте. Переходите, нажимаете на любой из этих флажков, получаете документ исходный. Вот, и с помощью Google патентный поиск определяете, на каком он этапе. В Турции вот у нас патент получен, в Южной Африке также получен патент. И еще в ряде стран, сейчас мы к этому подойдем, также уже получен патент по ветроэлектростанции. Ну что, вот у нас наши инвесторы посещают наш офис, и профессиональный хоккеист, известный человек, также посетил наш офис, является нашим инвестором, нашим болельщиком нашего проекта. Вот. И, кстати, у нас пополняется коллекция, вот там подарок нам сделали, значит, с автографом, можно его там на стене увидеть. Это очень приятно. Вот. Ну что, ребят, также из Евразийского патентного ведомства мы получили уведомление о выдаче патента. Евразийское это агентство, но, по-моему, охватывает порядка 9 стран. Это страны бывшие страны СНГ. Это тоже очень хорошая новость. Теперь монополия по нашему проекту действует до 2037 года на территории этих стран. И что нам нужно сделать? Нам нужно эту технологию показать в реальном объекте.
для того, чтобы мы начали реализовывать инвестиции. И к этому самому реальному объекту мы идем. Так, в Арабских Эмиратах у нас появился наконец-таки документ, очень долго мы его ждали. Вот, и очень важная такая встреча состоялась 20 января. Это, значит, крупная дубайская компания, девелоперская, значит, на ее счету строительство более 52 объектов на территории Дубая, в том числе это самое высокое здание на Шейх Заиде, Blue Tower оно называется, также можете загуглить, посмотреть. То есть это профессиональная команда с огромным опытом. Вот. И самое что интересное, что эта девелоперская компания принадлежит одному из высокопоставленных лиц на территории Дубая. Мы с ним знакомы, и с ним мы переговоры ведем. И очень, знаете, так все происходит позитивно. На следующей неделе мы в начале февраля мы ожидаем здесь, пригласили нашего проектировщика Александра Елизарова. По его прибытии мы будем продолжать. Ух ты, отключился ноутбук почему-то. Бывает такое, да? Вот. Будем продолжать переговоры, вырабатывать уже дорожную карту по тому, как сделать так, чтобы этот объект появился на территории Объединенных Арабских Эмиратов, чтобы у нас был земельный участок. Мы все знаем, что любое строительство в Объединенных Арабских Эмиратах, оно подлежит сертификации до каждого болтика, до каждого винтика. Здесь самые строгие, пожалуй, требования по строительству. Поэтому, если мы говорим об реализации объекта на территории Арабских Эмиратов, то это возможно лишь только через технопарк, то есть только лишь через первый такой тестовый объект, с помощью которого можно будет показать, как это работает, как это устроено, вот, и получать соответствующие сертификаты на эту тему. Ну и там уже продолжать работу по заключению договоров с нашими потенциальными инвесторами. Так, сейчас вот мне бы MacBook подключить еще, а то я же новости не вижу. Техника подводит. Вот. Ну и я также напомню, что у нас есть 3 договора с 3 вьетнамскими компаниями. Работа по ним согласовательная запущена. Дело в том, что все проекты, они проходят экспертизу в соответствующих министерствах Вьетнама. Вот. И в 2 из этих 3 компаний я очень верю, что это все возможно, что это все реально. Вот. И, соответственно, одна из этих компаний нам обещает уже к июню получить разрешительные документы на проведение исследовательских работ по грунтам на строительном участке. Земельный участок у них имеется, но здание у нас, как мы знаем, нестандартное, поэтому все там через согласование проходит. Так, все у меня подключилось. Сейчас на новости перейду. Секундочку. Поэтому в этом смысле тоже мы там набираем обороты. По Саудовской Аравии также прошла регистрация заявки, очередной важный этап по вопросу получения патентов. И наверняка у кого-то возникнет вопрос, какое отношение, как мы сотрудничаем с проектом НИОМ. Проект НИОМ – это целый ряд городов, который располагается, будет на территории Саудовской Аравии. Ребят, скажу сразу, что у нас договоров с ними никаких нет, отношений у нас с ними также никаких нет, просто мы предложили свою версию города Линия. Вот, мы знаем о том, что уже там запущено строительство, это самое крупное, значит, девелоперское такое, самая крупная стройка планеты, там начата, и я думаю, что в какой-то момент все-таки они обратят на нашу технологию внимание. Почему? Потому что они обещают, что полностью будет этот город использовать электрическую энергию
с помощью восполнимых источников. Но, как мы знаем, таких технологий пока не существует, чтобы такой огромный город снабдить восполнимыми источниками энергии. То есть, если это будут солнечные панели, то эта площадь может быть 5 или 6 городов, как площадей таких городов нужно занять солнечными панелями, чтобы такой город снабжать электрической энергией. Но в ночное время, чтобы его снабжать энергией, потребуются аккумуляторы. Это очень тоже непростой вопрос. Пожалуй, сегодня восполнимые источники энергии, если они существуют, если они опробованы, то вот с аккумуляторами дело немного посложнее состоит. И, кстати говоря, по поводу аккумуляторов, на эту тему у нас будет тоже предложение. Мы его озвучим, наверное, где-то ближе к августу. Ближе к августу относительно вопроса хранения энергии. Вот. Может, отчасти этот проект, он причастен к проекту «Ветер», но о нем пока говорить рано. Тоже там очень интересное у нас решение будет, предложение. Так, ну что, ребята, у нас уже 97 сегодня зрителей. Наверное, пора объявить новость, основную, главную. Вот. Связана эта новость с тем, что мы получили патент по проекту «Ветер». Проект «Ветер» в Соединенных Штатах Америки. Это USA. Да, для тех, кто сегодня у нас смотрит эфир и не говорит на нашем языке родном. Поэтому, ребят, я вас с этим делом поздравляю. Вот. Я думаю, по такому поводу можно и бокальчик шампанского, значит, пропустить. Поэтому будем считать, что где-то мы там с вами совместно это дело отмечаем или отметили, да. Интернет, конечно, интересная вещь. За секунду можно, по сути, побыть рядом, значит, с любым человеком и поговорить. Ну вот, ребят, значит, новость, я считаю, отличная, прекрасная, поэтому поздравления с ней. Я вас с ней поздравляю. Вы, наверное, тоже меня поздравляете. В комментариях позднее на эту тему почитаем. Вот. Ну что, дальше, движемся дальше. Да, ребята, и, кстати, если у кого-то есть вопросы, конечно же, вы, пожалуйста, их задавайте. Вот. Что же у нас дальше? Значит, патентное ведомство Южной Кореи также продолжаются работы по нашей поданной заявке. Ну и здесь у нас была встреча с высшим руководством Дубай. Вот, это было совсем недавно. И встречи эти все более плодотворные. И есть у меня ожидания, у меня обещаний ни от кого нет. Документов нет, но у меня есть ожидание, что все-таки такой участок экспериментальный на территории Дубая может появиться буквально уже в ближайшие 3-6 месяцев. Так, ну что, ребят, вопросы. Пока вопросов не вижу. Вот есть уже вопросы, отлично. Отлично, так. Отлично. Так, ну что, заявка у нас по Сингапуру также в работе сейчас находится. И у нас есть Инстаграм. У нас, я вот, кстати, не знаю, у нас 28 400 инвесторов, а в Инстаграме подписчиков буквально пару тысяч. То есть люди проинвестировали и совсем даже не интересуются, что происходит в проекте. Может быть, вы не знаете, внизу сайта у нас есть ссылки на Инстаграм, на Фейсбук, на поддержку Telegram и на WhatsApp. Значит, в эту поддержку Telegram, WhatsApp вы можете написать, и вам дадут ссылки на наши новостные чаты. Вот. Будем рады вас там видеть. Очень часто мы там публикуем новости, чаще, чем на сайте. На сайт в основном попадают достаточно крупные новости, а там, в общем-то, все подробности практически ежедневно публикуются.
Так, ну я вижу, сегодня у нас много зрителей из Вьетнама. Вьетнам, привет. А, так. Что, переходим к вопросам. Так, один вьетнамский инвестор спросил, это Вьетнам, канал Вьетнам спрашивает, программа продвижения по передаче 50%, но я ее не получил. Так, на этот вопрос, ребят, поддержки можно получить ответ. Поддержки получить ответ. Надо в каждой ситуации отдельно разобраться, но это такой единичный случай, я так сходу ответить не могу. Так, и вьетнамский инвестор спросил, я больше не вижу расчет дивидендов. Так, калькулятор дивидендов в личном кабинете должен быть, но хорошо, я уточню, разберемся, проверим. Так, и вопрос по электронному цифровому ключу. Угу. Так, ребята, электронный цифровой ключ это вещь непростая. К середине апреля мы планируем этот сервис внедрить. То есть мы планируем к середине апреля добавить все те функции, которые были в прежнем кабинете, активировать электронный цифровой ключ. Те, кто не получил сегодня ключ и должен был его получить, они, конечно же, получат его в первый день, когда этот сервис будет запущен в работу. Не стоит беспокоиться, никого не забудем. Вот. Так, а по поводу дивидендов, по поводу дивидендов еще пока рановато. Я думаю, 2-3, а может быть и 4 года у нас уйдет на то, чтобы запустить продажу лицензии. Но события могут развиваться здесь, в принципе, очень даже активно. Вот. Я уверен, что как только мы покажем это в первом объекте, эту технологию, как она работает, что она не скрипит, что она эффективная, что она полезная, да, то есть и не несет в себе никакой опасности и вреда, то эту технологию начнут использовать очень многие. И лично у меня есть ожидание, что так же часто, как лифт сегодня. Вот. 140 лет назад лифт никто не знал. Ну, то есть некоторые знали, но он не был безопасным. Вот. Как только появился этот самый безопасный лифт, очень большое распространение он получил. И я думаю, что наша технология также может получить такое же хорошее распространение. Так, а вьетнамский инвестор спросил, то есть это так, под таким предлогом, переводчик не совсем корректно переводит, но я понимаю. Так, ребят, какая биржа? Это абсолютно преждевременно еще говорить, об этом рано абсолютно говорить. Прежде всего нам что нужно сделать? Прежде всего мы должны защитить нашу интеллектуальную собственность. Это мы сегодня активно делаем. Вот. И в частности документ, который говорит о том, что теперь наша технология защищена на территории Соединенных Штатов, говорит о многом, потому что США – это одна из главных экономик мира. Вот, это очень развитая система патентования, то есть наиболее, наверное, даже развитая, которая имеет наибольшие компетенции в этих вопросах. И если нам США выдает патент, то, наверное, любая другая страна с вероятностью 95% также его нам выдаст. Если США признали, что это новая технология, то очень высокие шансы, что и в других странах мы получим защиту нашей интеллектуальной собственности, а срок действия патента до 2037 года. Поэтому сначала защищаем интеллектуальную собственность, затем показываем, как это работает в реальном объекте, ну а потом уже, получив все эти патенты во всех этих странах, оценку делаем этих патентов, вносим их в уставный капитал нашего акционерного общества и таким образом выпускаем эти самые акции. Вот. Но пока до этого еще далеко, и поэтому думать, на какой бирже мы будем размещать эти акции, пока рано.
Так, здравствуйте. Вы планируете построить электростанцию в Турции? Ребят, смотрите, мы планируем построить первый объект, с помощью которого мы покажем, как эта технология работает. Вот. А в дальнейшем мы не планируем строить подобные объекты, мы планируем только лишь продавать лицензии на использование нашей технологии. Вот и все. Поэтому, если в какой-либо стране необходима большая сейсмоустойчивость, чем в другой, это должны будут все учитывать проектировщики, изготавливая этот проект. И, ну, поэтому мы здесь только лишь предлагаем новую технологию, не более. Так, Сергей пишет: поздравляю, супер, спасибо. Так, Виталий. Виталий, я, кстати, вот помню, вот с самых-самых первых дней Виталий у нас вот участник постоянный, вот прям молодец. Спасибо за поздравление. Так, поздравляю с получением патента. Татьяна, я вас также поздравляю, потому что вы совладелец проекта, и это наша общая хорошая новость. Так, в сторис Инстаграм была встреча с королевством Бахрейн. С кем встречались и на чем остановились? Да, действительно, ребята, была у нас такая встреча. Эта встреча состоялась по инициативе Бахрейна. Дело в том, что мы подготовили концепцию для Бахрейна. Вот. И этот ролик, он сейчас с концепцией на территории Бахрейна, он сейчас просматривается рядом лиц, которые принимают решения, уполномочены принимать решения на территории Бахрейна. И у нас состоялась предварительная такая встреча в Министерстве экономики Бахрейна, где нам задавали вопросы, как вы видите эту реализацию, что от них требуется, на каких условиях это возможно. То есть, ну, такой состоялся первый разговор, после чего мы предоставили запрашиваемые документы бахрейнской стороной. И, насколько я понимаю, не где-то, а планируется обсуждение нашего проекта, нашей концепции уже там, не знаю, там, в парламенте. Я просто не знаю, там политическое устройство этого государства, да, в парламенте, там, среди депутатов, к тому, чтобы такие проекты можно было реализовать. Бахрейн вообще это, с одной стороны, государство, которое первым реализовало здание, имеющим ветроэлектростанцию, но на тот момент, может быть, это скорее имело какую-то более рекламную акцию, и мы теперь знаем этот Бахрейн, кстати говоря, с помощью этого здания. Но на этой встрече мы обсуждали, что мы были первыми, и мы хотели бы также продолжить это первенство и найти способ внедрить ваше здание, реализовать ваше здание на нашей территории. Поэтому разговоры, они пока есть, но пока без документов каких-либо подписанных с двух сторон. Пока только лишь мы предоставили информацию о себе, подробнее рассказали о проекте. Будем надеяться, что там дружба у нас продолжится и будет иметь свое развитие. Так, по-английски. Так, ребят, вот смотрите, если кто-то просит по-английски, то, пожалуйста, напишите, кому удобно, что на английском языке или также еще на 12 основных языках мы субтитры добавляем обычно в течение 5 дней. Таким образом, просматривая эту конференцию через 5 дней, они будут видеть перевод в виде субтитров на экране. Поэтому немного, пожалуйста, наберитесь терпения. Вот, и эту трансляцию. А вопрос, кстати говоря, если вы сейчас зададите, лучше, если вы воспользуетесь Google переводчиком, чтобы я сразу его мог прочитать с экрана, ответ на вопрос таким образом вы сможете понять через 5 дней. Так, выйдет ли ветер Energy на фондовый рынок? И на какую сумму в долларах? Дора, ну смотрите, у нас есть калькулятор в личном кабинете. Там каждый сам задает параметры, сколько мы продадим лицензий. 50 или 3000 или 5000. Тут у каждого свои доводы, чтобы верить в ту или иную цифру, да. Каждый обладает своей информацией. Поэтому
прежде всего, вы должны сами воспользоваться этим калькулятором и определить эту самую сумму. Но сейчас об этом пока рановато говорить. И вообще, я, конечно, понимаю, что такое бизнес. И у меня был бизнес, и он был не маленький. Но все же я изобретатель. Поэтому, используя калькулятор и личную фантазию, можете примерно посчитать, что это будет из себя представлять со временем. Так, сначала будет строительство, затем выдана лицензия или сначала будет выдана лицензия? То есть, смотрите, у нас технология новая, она имеет патент. Патент в ряде стран. Сегодня мы получили, то есть сегодня мы объявили о том, что мы получили патент в США. Кстати, с данным документом можно ознакомиться, если вы зайдете на сайт и пролистаете до флажков. Сейчас, секундочку. И нажимая вот этот документ, вы увидите, нажимая этот флажок, вы увидите вот такой документ, с которым можете более подробно ознакомиться. Так вот, значит, что-то дает нам наличие патента. Патент – это монопольное право на использование технологии. Вот. Технология – это здание, которое может снабдить себя электрической энергией с помощью ветра. Но если кто-то хочет ее использовать, он должен сначала договориться. Договориться с правообладателем по патенту. Вот. В данном случае правообладатель – это лично я сегодня. И когда мы получим патенты во всех странах, мы значит, передадим эти патенты на оценку оценщику, он нам их оценит, и мы их уже внесем к себе, внесем в уставный капитал вот этого акционерного общества. И вот это акционерное общество, оно будет продавать лицензии. Вот. И если это объект уже будет не первый, и люди поймут, как эта технология работает, то, конечно же, мы будем сначала продавать лицензию, а потом они будут строить. Вот. А если это первый объект, то здесь мы готовы даже будем сами профинансировать эту самую инфраструктуру под ветроэлектростанцию и готовы будем еще даже добавить, потому что у любого изобретения есть такой определенный этап принятия его окружающим миром, людьми. Вот. И сейчас мы этот этап преодолеваем вполне себе успешно. И я уверен, что мы с ним справимся. Так, спасибо за поздравления. Виталий пишет. Вопрос по финансированию. Темп достаточный на данный момент и по строительству первого здания. Его строить будем таким же методом краунд-инвестинга ли? То есть вопрос. Смотрите, Виталий, вот в данный момент, на самом деле, инвестиции, не сказать, что крупные. В прошлом году на тот же период инвестиций было больше. Вот. Ну, я понимаю, какие причины на это влияют. У нас произошла смена кабинета, и там не все кнопки работали где-то, да, иной раз, где-то кто-то не мог с ним разобраться. Но это на самом деле никакая не проблема. Новый кабинет прежде всего внедрен для того, чтобы он мог нести любую нагрузку на себя. Прежний не предполагалось, что у нас будет такое большое количество инвесторов. Прежний кабинет не предполагал этого. И поэтому рано или поздно бы он просто отказался бы работать. Поэтому сейчас мы написали его на новых платформах. Вот, он может выдерживать большие нагрузки, он может очень быстро работать, и он будет более, и он уже сегодня в некоторых смыслах, частях более продвинутый, чем предыдущий. Мы будем добавлять в него больше сервисов, больше информации, и все это будет способствовать более лучшему развитию. Поэтому сегодня мы полностью удовлетворены, мы не устраиваем никакой ажиотаж. На данный момент нам достаточно. Вот если мы выйдем уже на строительный участок, допустим, в одиночку мы выйдем, то часть здания мы должны будем построить за собственные деньги, за счет инвестиций, да, которые мы привлечем в проект. Потому что, например, в Дубай
20% здания должно быть, или даже 25% здания должно быть построено, только потом можно начинать реализацию квартир. А если мы говорим о России, то там немного другие условия, если о Вьетнаме, то это немного другие условия. Но в любом случае, даже если мы в одиночку выйдем на строительный участок, мы вполне себе сможем позволить значит, начать работу по этому проекту. Позднее пойдут уже инвесторы, которые будут владеть квартирами в этом здании. И таким образом здание будет строиться за счет тех будущих владельцев. 95% зданий в мире так сегодня строятся, поэтому здесь ничего сверхъестественного нет. И вполне это себе можно даже позволить. Вот. Но, в общем, после того, когда определим именно какая страна будет при строительстве этого первого объекта, конечно, мы будем подстраиваться под законодательство, под их условия. Ну и таким образом, даже если мы в одиночку вышли на объект, 20% здания это не такие огромные деньги, мы вполне можем их привлечь через краунд-инвестинг. Вот. Но будет, конечно, лучше, если мы в партнерстве с кем-то этот объект будем возводить, в том смысле, что здание будет строить девелоперская компания, здание будет принадлежать им, и пусть они получают прибыль с продажи этих самых квартир, нам нужно, чтобы мы показали, как работает наша ветроэлектростанция. Сама по себе ветроэлектростанция, ну, первая, если она там с учетом документации там, и каких-то еще иксов, наличия каких-то иксов, где какая гайка, да, из какого материала она, эта гайка. Ну, может быть, миллионов 10 на это потребуется. Ну, а через краунд-инвестинг привлечь 10 миллионов долларов, ну, на самом деле это не проблема. Тем более, если репортаж аналогичный можно будет вести уже со строительного непосредственного участка и поставить даже туда просто-напросто веб-камеру, и люди будут видеть, как там идут работы. Вот. Ну и, конечно, в открытый доступ предоставить все документы по этому самому строительному участку. Вы все помните, когда в самом начале там, первые эфиры были из офиса там, в 40 квадратных метров, вот, а сейчас мы находимся в центре Персидского залива. Многие страны, соседние страны, они видят свое развитие через девелопмент, именно поэтому мы сейчас здесь. Поэтому мы участвуем в выставках местных и имеем знакомство с компаниями, которые здесь находятся, рекламируем наш проект. И, ребята, кстати, не ленитесь, пожалуйста. Если есть возможность отправить какую-то строительную компанию, пусть даже как спам это выглядит, ссылку на ролик «Технология» по проекту «Ветер» или «Город логистика экосистем», вы им, пожалуйста, отправляйте. Если, может быть, они сегодня не поймут, но в памяти это останется. Через полгода, через год они вспомнят, подумают, где-то состоится разговор, выйдут на связь, сделаем встречу. И вполне возможно, какой-то интересный контакт может сложиться. Вот. Если рассказать, как сложилось у нас знакомство с высоким руководством Дубай, ну, такая история, в которой вообще было трудно бы поверить, что из столь простых связей с людьми, которых я знаю лет 15, и они не звезды, далеко не звезды, но вот так эта связь сложилась и вполне сегодня успешно развивается. Так, Денис, приветствую. Расскажи, что новые две технологии, которые изображены на рекламном баннере в виде кружков, которые нам отправлялись в чат Телеграма. Так, значит, ну это заставка, да, для телефона такая была. Там, значит, у нас город логистика экосистем, там изображены токены, да, город логистика экосистем, ветер, кита и вода. Вода. Ребят, вот проект «Вода». Это на самом деле очень интересный проект, но мы его будем освещать или как-то раскрывать, я думаю, ну не раньше, чем к августу. Будем ли мы использовать краунд-инвестинг? Пока вопрос. Вот. Но также есть еще проект KIT. Что из себя представляет проект KIT? Это вы можете посмотреть на YouTube ролик. Это мы на концепцию предложили также по Бахрейну. Кстати, видите, как мы вот взяли Бахрейн, сготовили ролик, когда этот самый кит на их территории,
Соответственно, это вызвало интерес местных властей. Они с ним ознакомились и начали задавать вопросы. Когда они начали задавать вопросы, мы им рассказываем, что у нас еще вот такие вещи есть и вот такие. И вот таким образом завязывается диалог. Поэтому, кстати говоря, если у кого-то на примете есть хорошая локация, которая бы подходила под высокое здание, там 300 метров с нашей технологией, или по проекту «Город логистик экосистем», на примере, как мы сделали по городу Москва, например, очень интересная концепция. Я думаю, что когда-нибудь мэр города узнает о ней. Как-никак, это более 28 гектар зеленых территорий может появиться в центре Москвы. Другого способа в центре Москвы, не теряя в деньгах, то есть не очищая территорию, не делая зачистку территории от дорог и от зданий, озеленить Москву, ну, мне, во всяком случае, неизвестно. Если кому-то известно, пожалуйста, мне сообщите. Но я думаю, что таких технологий нет, поэтому тоже в какой-то момент будет уделено, я думаю, что достаточный объем внимания для того, чтобы мы подробнее рассказали, что мы предлагаем, что это меняет. И они взяли в руки калькулятор. Мы сегодня живем в условиях рыночной экономики, когда калькулятор определяет, интересно, неинтересно, нужно или не нужно. И этот самый калькулятор, он скажет, что это будет, ребят, полезно для вашего кошелька. И я думаю, что они начнут пользоваться также нашей технологией. Так, вот. Так, Андрей еще повторяет вопрос. 4-й, вот по проекту «Вода». Ну, скажу так, что проект «Вода», он тоже имеет патент. Вот, и ну, по нему еще, ребят, материал готовится. Готовится материал, готовится рабочий прототип. Ну, я считаю, что это очень тоже интересная, достойная история. Это также относится к генерации электрической энергии, ну, новым способом, вот, новым интересным способом. Пока так. И, кстати, если кто-то найдет информацию об этом, да, вы, пожалуйста, не распространяйте ее пока, потому что нужно, чтобы ее правильно интерпретировали. А правильную интерпретацию можно получить только тогда, когда сделаешь промо-ролик на эту тему, где будут все подробности рассказаны, чтобы и физик-механик понял, о чем идет речь, со всеми подробностями, и буквально школьник также мог иметь возможность понять, что же это устройство из себя представляет, поэтому не торопитесь распространять эту информацию, сделаем такой ролик, покажем и расскажем, и при необходимости на все ответы, на все вопросы ответим. Так. Ага. Так. В какие страны запланированы поездки, выставки? Ребят, ну да, вот буквально мы, кстати, календарик составляли на днях. У нас планируется в мае Южная Корея выставка. Еще также из Австрии. Из Австрии очень престижная премия. Пригласили нас. Тоже мы планируем там участвовать. И вообще мы календарь событий составляем на этот год. Я думаю, 5-6 выставок мы захватим. Обязательно, я считаю, должна быть Япония. Тем более, что по Японии мы уже получили патент по транспортно-логистической системе города. Ну, другое дело, конечно, что такой макет достаточно проблематично будет туда доставить. Как-никак вес его составляет, ну, наверное, порядка 3 тонн и, не знаю, там, наверное, 17 тысяч деталей он состоит. Достаточно это проблематично. Вот для Дубая обязательно именно такой макет нужен. Ну, какую-то мини-версию туда все равно мы должны отвезти, показать, подыскать какие-то локации, аналогичную работу провести, как мы провели ее по Бахрейну, для того, чтобы представить местному руководству, администрациям, распространять информацию. Вот. Будет, кстати, ребят, скучно, возьмите наш ролик, погуглили мейлы или WhatsApp каких-то крупных компаний, которые заявляют о том, что они способствуют улучшению экологической ситуации на планете. Ну, отправьте им ролик, вот. Распространяйте информацию. Это будет полезно всему нашему сообществу участников проекта.
Так, и относительно дивидендов. Так, ребят, старше 70 лет заинтересованы в этом. Ребят, ну, по дивидендам тут только Нострадамус, наверное, может сказать, да, вот. Мы к этому идем, но на это может уйти и 2, и 3, и 4 года. Нужно понимать, что проект это не маленький, это большая технология, требует достаточного объема времени. Поэтому мы стараемся, мы на месте не сидим, работаем каждый день. Вот, например, у меня что выходной, что будний день, он мне одинаково интересен, и я стараюсь больше времени посвящать развитию проекта. Это дело номер один в моей жизни, поэтому мы стараемся, мы идем вперед, мы работаем. И, кстати, во Вьетнам у нас планируется поездка по приглашению вьетнамской стороны в первой декаде марта. Вот, поэтому я надеюсь, мы увидимся очно, лично, и вы сможете позадавать вопросы, познакомиться, поговорить. Я буду очень рад, если вы посетите значит, это мероприятие, встречу во Вьетнаме в марте. Так, смотрите, Андрей, вы на юге. Такое название аккаунта интересное, типа все завидуете, да? Дивиденды будут выплачиваться после каждой продажи лицензии или один-два раза в год? Спасибо. Ну, смотрите, вообще по традициям раз в год. Все акционерные общества, ну это когда классический вариант биржи и так далее. Я думаю, что нужно так делать, чтобы это было наиболее выгодно. Наиболее выгодно для проекта, для компании. Ну, соответственно, если это выгодно для проекта и компании, и для владельцев этой компании тоже должно быть, соответственно, это выгодно. Ну, как это будет удобно, как это будет выгодно, я не знаю, ребят, пока рано об этом говорить, время покажет. Ну, вообще, с учетом того, что у нас бизнес-то сам по себе, он не сложный, в том смысле, что это, например, завод, который выпускает там какие-то детали для станков, каких-то машин, там, горнодобывающих каких-то устройств. И то есть у них там есть план на год, количество деталей, где-то они могут с ним справиться или не справиться. И они инвестируют ведь в основные фонды, да, в транспортные средства, для того, чтобы предприятие их работало, ремонтируют крыши, строят новые цеха и так далее. В нашем проекте ничего такого не предполагается. Идеальный вариант – это когда мы выйдем на то, что компания состоит буквально там из 3-5 человек. Это 2-3 и я, понимаете. И в идеале, когда с утра просто приносят те платежки плаченные и готовые договоры на выписывание лицензии. Вот. Выписал лицензию, потратил на это часик или полтора, то есть при наличии уже денежных средств на счету, и ты понимаешь, что крышу тебе никакую чинить не нужно, станки, оборудование также покупать не нужно, это был бы идеальный вариант. Насколько он возможен, я думаю, вполне возможен. То есть я хочу сказать, что нам не нужно подытоживать, сколько мы израсходовали за год и сколько мы заработали за год, потому что все расходы, их можно будет в таком случае предсказать на год. Тем более, что они будут составлять какую-то незначительную сумму, значит, относительно полученной прибыли. Идеально я бы хотел оставить себе пространство и время для того, чтобы продолжать что-то изобретать, полезное, нужное, интересное. Это основное мое занятие. Вот. И это то, что вызывает у меня наибольший интерес в жизни. Но что сейчас нужно сделать? Сейчас нужно добиться реализации одного или сразу двух проектов, да? Ну, а потом уже немного можно выдохнуть и продолжить это дело изобретательства, и уже на тот момент будут финансовые ресурсы, можно будет еще быстрее, за счет прибыли, да, еще быстрее приходить к реализации каких-то новых проектов.
Вот даже сегодня, когда мы говорили о проекте «Вода», если у меня спросят, будешь ли запускать краунд-инвестинг или нет, возможно, что и нет, потому что может и не пригодиться. И, кстати, ребят, если кто-то скажет, что почему не один проект, нужно сфокусироваться на одном проекте, там, да, и именно упорно по нему работать, здесь свои плюсы и минусы есть. Плюсы заключаются в том, что, во-первых, один проект, он немного страхует другой. Потому что если в одном проекте мы успешны, то это же означает, что будут финансовые ресурсы для того, чтобы вернуть те инвестиции по проекту, который стал неуспешным. Вот. Просто хотя бы вернуть, не то чтобы там прибыль, да, но сделать возврат, это уже хорошо. Вот. Ну а плюс тематика, она одинаковая. Здесь девелопмент, здесь новые городские пространства, новые возможности, да, которые также снижают нагрузку на экологию планеты. Те, кто смотрел ролик, ну, например, по Дубай, что это меняет, то, я думаю, по достоинству его оценили. Вот. Ну и, а здесь здания. Они друг друга, эти технологии, могут себя дополнять, могут отдельно существовать, друг другу они абсолютно не мешают. Например, у нас есть архитектор Руслан, он считает, что вообще транспортно-логистическая система, она принесет больше изменений в мир, чем даже здания с ветроэлектростанцией. Хотя вполне, да, это вполне возможно. Так, Георгий, здравствуйте. Добрый вечер. Я понимаю, что стройка первой будет у того, кто будет первый. Вьетнам, ОАЭ, Бахрейн, на ваш взгляд, кто лидер? Ребят, ну вот честно, трудно здесь предсказать, вот сложно. Вот могут события начать развиваться очень стремительно. Вообще, вот со слов лица из высшего руководства Дубай, знаете, это было так, вот так вот по плечу хлопают, да, прям по-дружески, вот как-то, знаете, так вот. Ты, говорит, не думай, что у нас все долго. Если мы принимаем решение двигаться в этом направлении или в том направлении, то мы идем очень быстро и не останавливаемся. Вот. Наверное, как-то почувствовали по моему настроению, что я бы хотел побыстрее. И такой жест был направлен в мою сторону. Так. Ага. И Дарья пишет, а почему не хотите построить только ветроэлектростанцию без жилых помещений? Дора, извините, Дора Котова. Нет, дело в том, что реализация ветроэлектростанции без зданий невозможна. Почему? Потому что она имеет эта ветроэлектростанция имеет очень большую обитаемую поверхность. И если здания не будут удерживать этот большой парус, так назовем его, да, по-простому, то он просто-напросто упадет. Вот, поэтому обязательно наличие зданий, мы их используем в качестве устройств, которые удерживают очень крепко эту ветроэлектростанцию. Мы их используем в качестве концентраторов. Это то, что дает возможность ускорить воздушный поток. Вот. И закрепить также аэродинамические щиты, которые делают так, что эти ветроэлектростанции, они не шумят. Ну, я имею в виду, что они не мешают жить человеку. Безусловно, любой объект имеет какой-то звук, но человеку они жить мешать не будут. Никто даже не будет догадываться, что что-то там работает, какие-то механизмы какие-то делают свою работу, абсолютно никак это жильцам не помешает. И, кстати говоря, ребята, у нас еще там внутри самого проекта еще есть ряд патентов, тех вещей, которые нужно будет патентовать. Ну а почему нет, если они новые? Если есть понимание, как сделать так, чтобы подшипник по своим физическим свойствам не мог передавать ни вибрацию, он не мог шуметь, и он имел минимальный коэффициент скольжения. Вот. Какие-то нереальные, может быть, вещи кому-то могут показаться, но это очень вещь реальная, очень простая, ближе к делу. А ближе к делу это когда уже возникнет необходимость непосредственно на объекте эту технологию раскрыть, я обязательно подам заявку. Я понимаю, что сегодня никто не догадается
Поэтому мы, как это работает, поэтому мы ничего не рискуем, но чем позднее подана заявка на получение патента, тем дольше срок его действия, а это в интересах наших инвесторов. Поэтому действия в интересах наших инвесторов, конечно, это мероприятие мы должны будем реализовывать. Да, я действую в интересах инвесторов, но ваши инвестиции дают возможность проект развивать. Вот, допустим, если бы не было инвестиций, то как можно было бы его представить в таком масштабе на огромной выставке в Дубае? Если сама по себе выставка стоила нам, по-моему, 23 тысячи или 25 тысяч долларов. Вот. Мы оплатили только лишь за одну выставку Дубай, и создать такой макет – это тоже немалые средства. Кстати, ребята, в этом году Vetox, на котором мы будем участвовать, там процентов на 95 у меня уверенность, что она будет вообще бесплатна. Именно для нас. То есть наше участие будет бесплатным. Да. Так что вот так вот связи мы налаживаем. Знакомств все больше, ресурсов тоже больше. Даже представляете, появится такая возможность. Появляется. Я думаю, что она реализуется. Так, что начнут строить в Дубае, так как это здание виде или целый проект город? Симона, смотрите, относительно строительства в Дубае, пока у нас никаких договоров нет, документов у нас пока никаких на эту тему нет, но у меня есть стойкое ощущение того, что в ближайшие 3-6 месяцев будет определена территория под реализацию строительства экспериментального участка. И речь идет здесь только лишь о здании пока. По проекту «Город Логистик Экосистем» пока разговоров нет. Но и в то же время не так много людей из тех лиц, которые что-то определяют в Дубае, знает о нашем проекте «Город Логистик Экосистем». Дело в том, что в арабских традициях, если ты ведешь диалог с одним шейхом, и тебе не сказали, что это неинтересно, допустим, да, то ты не можешь пойти к другому. Они очень ревностно к этому отнесутся, и ничего хорошего из этого не получится. Поэтому у нас сейчас есть диалог с высшим руководством. Вот, это один человек, да, значит, есть с ним диалог идет хорошо, поэтому мы к другим не ходим, мы традиции этих нарушать не должны. Это культура, сложившаяся столетиями, и пытаться ее опровергнуть смысла нет, и мы этого делать не будем. Так, расскажите, пожалуйста, о дивидендах подробнее. Как мы можем эту технологию у себя в России применении в частных домах? Заранее благодарю. Так, ну смотрите, в частных домах эта технология не может применяться. Почему? Потому что смысл ее как раз в том, что это очень большая ветроэлектростанция. Это ветроэлектростанция с самой большой площадью обитаемой поверхности должна будет быть. Это, кстати, будет рекорд книги Гиннесса, если мы это все реализуем, да. Потому что обитаемая площадь максимальная, ну, порядка 400 квадратных метров. То есть представьте, парус у парусника, представим, что у него парус 400 квадратных метров, да, он не маленький, да, он эффективный, это я говорю сейчас про горизонтальную ось, хотя там немного другой принцип работы, принцип аэродинамики крылового профиля, но все же, то есть, так, если простым языком говорить, что, ребята, ну вот парус у него, ну, максимально 400 квадратных метров, а в ветроэнергетике самое важное – это первая площадь, скорость ветра и площадь, на которую этот воздушный поток воздействует. В нашем случае, если здание 300 метров, то минимальная площадь, на которую обитаемой поверхности, это будет уже 1500 квадратов. Хотя даже так неправильно считать непосредственно ту самую площадь. По-хорошему нужно считать площадь, которая находится между зданиями, которые стоят вот так вот, как воронка, да, то есть как воронка, вот ее нужно считать. Но если ту площадь брать, то там вообще цифры получаются какие-то, ну, прям очень и очень хорошие. И в том, и в другом случае хорошие, но там они вообще какие-то просто невероятные получаются. Ну вот, собственно, поэтому в частных домах
используйте те источники, которые сегодня уже есть. Очень много ветроэлектростанций, которые не имеют небольшой размер. Вот. Поэтому я предлагаю воспользоваться готовыми решениями. Так, добрый день. Компания планирует выдавать ключи от квартир акционерам в построенных объектах солдат? Нет. Конечно же нет. Ребят, мы не строим здание. Мы говорим только лишь о первом объекте, с помощью которого мы можем доказать, что эта технология удобная, недорогая и эффективная. Вот. Я надеюсь, первое здание мы реализуем в партнерстве с кем-то, где застройщик, девелопер будет строить здание, ну просто форма звезды, если смотреть на него сверху, да, а мы туда встраиваем нашу только лишь технологию. У нас нет никаких идей по поводу строительства. Да, мы можем, конечно, самостоятельно выйти на строительный участок, если мы не договоримся, если у нас не получится хорошего договора. Но у нас есть уже некоторые договоры с Вьетнамом, да, и в течение года вполне возможно могут появиться и другие локации, и новые договоры. Вот. И если мы даже при самом пессимистичном раскладе не договоримся, ну тогда мы купим свой строительный участок. Я напомню, что на строительных объектах я с 15 лет до 30 постоянно находился, у меня есть образование строительное, и мы строили здания, и достаточно высокие, не 300 метров, конечно, но принцип там во многом схож, то мы самостоятельно построим это здание, но только лишь для демонстрации нашей технологии. И передавать ключи от квартир в этом здании мы не собираемся, мы собираемся лишь только выдавать дивиденды по доходам, которые мы ожидаем получить от продажи лицензий. Так, какая часть дохода от проданных лицензий распределяется между инвесторами? Распределится? Ну, с учетом того, что расходы ожидаются минимальные на поддержание офиса, да, вообще у нас, мы выдавали информацию, что процентов 85 прибыли будет идти на дивиденды. Ну, я думаю, в реальной жизни это будет цифра даже больше, потому что я повторюсь, что расходов у нас не планируется огромных. Нам не нужно обновлять какие-то основные фонды. Вот в чем прелесть, кстати, нашего стартапа, да? Вот что бы сегодня ни происходило, какие бы кризисы сегодня не влияли на экономику мира, но мы не можем обанкротиться. Почему? Потому что мы никому не должны, у нас нет никаких долгов, мы не, ну, в смысле банковских, да, то есть у нас есть инвесторы, которые проинвестировали, которые готовы ожидать свою прибыль. У нас есть на это время, срок действия патента до 2037 года. Ну, я уверен, что эта прибыль, она придет, конечно же, раньше. Во всяком случае, мы все для этого делаем. И что бы ни происходило, даже если на планете на год или два придет полное какое-то затишье, с нами ничего не случится. Если у нас не будет достаточно ресурсов для аренды офиса, но мы сделаем его меньше, до какого размера, ну, на какой размер будет хватать ресурсов, до такого размера мы и уменьшимся, да, поэтому мы будем существовать, мы будем работать, и нас ничего не сломает. А вот если, например, завод по производству автомобилей, какой-то даже очень премиальный и хорошей марки, например, на букву «М», если случится кризис и у него не будут автомобили покупать, то тогда это может быть действительно банкротством для него грозить. Почему? Потому что то оборудование, которое там находится, оно подлежит постоянному вниманию. То есть где-то что-то нужно смазать, какую-то кровлю нужно отремонтировать в каком-то цеху. Значит, есть большое количество сотрудников, которым необходимо выплачивать какие-то компенсации. И они имеют по закону на это право, то есть все это вместе несет в себе очень и очень большие расходы. И в том случае это возможно, в нашем случае это невозможно. Мы можем всегда, если даже случится очень большой кризис в мире, мы всегда можем сократиться, переждать
и возобновить свою деятельность или продолжать свою деятельность бесперерывно, ну, может быть, в меньших масштабах, если уж совсем случится какая-то беда в мире, да. И это, я считаю, наше преимущество. Так, вот, Владимир, спасибо. Рамших, приветствую. Так, Симона Петрова, я вижу, что на сайте цена акций уже растет каждый день. Что значит ли это, что мы уже не следим за этапами развития, и тогда цена поднимается, но только ежедневно? Симона, ну смотрите, у нас, как известно, мы планируем реализовать только лишь 15% от всех долей, от 100% долей, которые у нас имеются, и поэтому с каждой покупки где-то 0,00000 1, там, одну единицу или на 0,002 цена, да, меняется постоянно. Почему? Потому что на, так сказать, складе объем ограничен. Вот. А относительно этапов, у нас есть сейчас дорожная карта на сайте, мы ее обновили, мы ее сократили. Очень много было жалоб. У нас прежняя дорожная карта, по-моему, состояла из более чем 30 или 40 листов. И люди жалуются, что ее просто невозможно прочитать, это очень много информации. Сократите более укрупненно. Мы сократили, сжали, более укрупненными блоками выложили на сайт. Поэтому на сайт в личный кабинет. Поэтому, пожалуйста, знакомьтесь. Этапы как таковые этапы мы не планируем вводить. Ну вот просто то, что мы планируем сделать в этом году, мы об этом информацию представляем. То, что мы сделаем в следующем году, там, в 2024 или 2025 году, мы эти наши планы раскрываем. Ну а стоимость меняется с каждой покупкой. Вот кто-то приобрел, и где-то на 0,00, ну какой-то процент цена, да, она изменилась. Мы считаем, что это более правильный подход, потому что ранние инвесторы на более ранних этапах, они, соответственно, должны дешевле приобретать, чем те инвесторы, которые придут на более поздних этапах. Потому что чем более ранний этап у стартапа, соответственно, тем меньше он имеет доказательств того, что он будет реализован. Такая логика. Если у кого-то есть на эту тему предложение и считает, что логика могла бы быть интереснее или более правильной, вы, пожалуйста, делитесь. Так. Ну что, ребят, уже час, будем подходить, завершать наш эфир. Сейчас я быстренько еще пройдусь по вопросам. Так, Никита спрашивает, сколько времени потребуется, чтобы технология стала массовой? Каждое 5-е здание было по технологии ветер. Но здесь, опять же, наверное, Нострадамус лучше бы рассказал на эту тему. Я считаю, ребят, что эта технология получит очень хорошее распространение после того, когда будет первый объект. Мы покажем его в реальном масштабе. Он докажет свою жизнеспособность. И я считаю, что электрическая энергия – это главный дефицит уже сегодня. И таким образом абсолютно обязательно должна наша технология будет найти спрос. Это эффективнее, чем солнечные панели. Вот. Это эффективнее, чем любая другая ветроэлектростанция. Например, если мы используем солнечные панели, то нам необходимо, во-первых, достаточное количество солнца, а это, как правило, ближе к экватору. Такая возможность есть. Плюс нам эту электрическую энергию нужно передать. А это достаточно большие протяженные провода, трансформаторы. Чтобы снабжать город в ночное время, нужно еще и запасти. А аккумуляторы литий-ионные – это очень дорогое удовольствие. Вот. И, конечно же, ветроэлектростанция тоже, ветер есть не всегда. И иногда нужно запасать эту самую электрическую энергию. Но здесь у нас какие преимущества? Мы можем, во-первых, запасать эту энергию в виде тепла. На одном из видеоконференций, по-моему, я рассказывал об этом. И мы можем также запасать
то есть тепловую энергию, то есть преобразовывать электрическую энергию в тепловую и хранить это на складе тепловую энергию. Как это сделать? В двух словах, простым языком, да? Значит, мы все знаем, как мы можем взять холодильник на пляж и сохранить там продукты и напитки холодными. То есть это коробочка из пенопласта, сверху пластиковая оболочка, и у нас там лед. И таким образом этот холод сохраняется, напиток может быть холодным. Если это зимний период времени, в этот же самый холодильник можно поставить там пару бутылок там, с горячей водой, вот, и там какие-то продукты, чтобы они не замерзли, чтобы они до вечера были там теплые, да. Точно такой же принцип. Называется это песочный аккумулятор. То есть мы используем пространство под землей. Значит, это пространство отгораживается от грунта другого, значит, утеплителем, да, ну, наподобие, как этот самый работает холодильник пляжный, только это масштаб, ну, например, там несколько тысяч кубических метров. Там пропускаются трубы, тены ставятся, и все это дело засыпается песком и благополучно закрывается сверху грунтом. Значит, и как это работает? Если очень много ветра, ветреная погода, есть излишки электрической энергии, то тены нагревают этот песок. Вот, песок, есть сегодня уже примеры, когда в таких аккумуляторах запасают тепло, нагретое до 400 градусов даже. Вот. Но у нас таких планов нет. То есть до 400 градусов это немного другая технология. В нашем случае необходимости такой нет. Значит, достаточно этот песок нагреть там, до 50-70 градусов. И запустив воду через батареи, если это из северных регионов объект, да, то есть вода, проходя через этот аккумулятор, она будет нагреваться и поступать в наши батареи с необходимой нам температурой. То есть таким образом такой холодильник, это тепло может сохранять и 3 месяца, и 4 месяца. И это очень хорошая, эффективная вещь в вопросе запаса энергии. Почему? Потому что если на улице холодно, помещение нужно нагреть. Если делать это с помощью электричества, то это, опять же, нужен либо хороший ветер, либо литий-ионный аккумулятор, что само по себе недешево. Да? И точно так же в южных регионах мы можем делать огромный такой холодильник, и также водичка проходит через эти трубы, поднимается в квартиру. Но батарея не внизу находится, а вверху, потому что холод, он опускается вниз, и эта батарея, она обдувается вентилятором. И сейчас, кстати, в Дубае все здания, они подключены, кондиционеры, они вот имеют такую форму. То есть это некие коммуникации от очень большого охладителя размером, там, не знаю, там, с 5 хрущевок здания. Этот охладитель охлаждает эту воду, вода по трубам поступает в здание, и там, соответственно, кондиционирует это здание через эту самую холодную воду. Ну, а на бытовые нужды для микроволновки, для утюга и для чайника, такие кратковременные расходы электрической энергии и, значит, или лампочка, это уже можно будет использовать литий-ионную батарею. То есть вот это примерно так выглядит. Но, опять же, проект «Вода», он может отчасти, частично также повлиять на количество использования этих самых литий-ионных аккумуляторов, потому что он может, в принципе, эту энергию и запасать. Интересное устройство, но о нем будем говорить, ну, наверное, не раньше, чем в августе. Так, здравствуйте, Денис, сэр, мы все ждем специального объявления с вашей стороны, но мы все взволнованы. Так, наверное, в начале эфира вы не присутствовали. Объявляю, ребят, патент США United States American. Да. Получено решение о выдаче патента на территории Соединенных Штатов Америки. Поэтому это прекрасная новость, это прекрасное событие. Вот. Наверное, в начале эфира вы не присутствовали. Можете смело, соответственно, бокальчик шампанского использовать. Так, ну что, ребят, на английском мне задаете вопросик, это немного времени нужно для перевода.
Я понял, это ответ, я понял, ответ тому, кто писал, говорите, пожалуйста, на английском. Окей. Так, Дора Котова пишет. Будете ли вы придумывать способ, чтобы в будущем инвесторы смогли вернуть в свои личные кабинеты старые номера телефонов, ведь новые номера, которые привязали, большинство не используют в жизни? Мы можем поменять телефон на тот, который вам удобно использовать. Для этого просто-напросто нужно связаться с поддержкой, и любой вопрос будет решен. Если не удается связаться или что-то не совсем правильно реагирует на ваши просьбы, вы, пожалуйста, пишите прямо мне лично в Инстаграм. Вот, ну, половина сообщений, я с ними сам знакомлюсь, когда есть время. Вот, когда есть время, просто зашел и познакомился с сообщениями и при необходимости, конечно же, прореагировал. Но вообще жалоб особо нет. Вот, жалоб особо нет на работу поддержки. Так, Денис пишет, с Сергеем уже с известным девелопером встречались. Ну, вообще, да, у нас был разговор. Вот, ну, разговор о чем? Пока, я так понимаю, каких-либо проектов, которые в ближайшее время должны будут реализоваться, я не слышал об их существовании. Но, во всяком случае, Сергей о нашей технологии оповещен. И даже с его техническим специалистом у нас был как-то Zoom. Ну, правда, он закончился, Zoom, может быть, немного в такой форме, как это сказать, грубоватой, что ли, может быть. Ну, там дело в том, что специалист, он великовозрастный, и как-то он один и тот же вопрос повторял, я ему давал достаточно развернутый ответ на него, но его он не устраивал, этот ответ, и немного на таких повышенных тонах этот самый Zoom у нас закончился. Но с тех пор мы не общались, не обменивались информацией, но я думаю, что при наличии какого-то участка, проекта, вполне возможно, что выйдут на связь, и при наличии интереса мы, конечно, готовы к сотрудничеству, открыты к нему и готовы обсуждать. Да. Так, Инна, какие приоритеты у наблюдательного комитета, задает вопрос. Ну, у наблюдательного комитета, кстати, спасибо за вопрос, очень хорошая функция, это наблюдать за всеми инвестициями. Как это происходит, ребят? Значит, минуточка внимания. Как мы знаем, у нас есть на сайте. Так, сейчас, секунду. Наблюдательный комитет. Переходя по любой ссылке, вы попадаете в социальную сеть, которая принадлежит члену нашего наблюдательного комитета, то есть с ним вы можете поговорить. Здесь у нас более 190 человек из разных стран мира. И у них функция следующая. Значит, во-первых, фиксировать поступление всех денежных средств. Как это происходит? Так, сейчас, секундочку. Как это происходит? У нас есть в Телеграме чат. И любая сумма, которая поступает на сайт, она в течение 1 секунды попадает в этот самый Telegram-чат. Соответственно, это делает наш проект абсолютно прозрачным. Известна каждая транзакция, которая к нам поступает. И раз в месяц мы делаем отчет о наших расходах и представляем эти расчеты наблюдательному комитету. Любой наш инвестор может войти в состав такого наблюдательного комитета. Чтобы войти в состав наблюдательного комитета, необходимо также на нашем сайте связаться вот через Telegram или WhatsApp, это внизу сайта, да, через Telegram или WhatsApp с поддержкой, предоставить ссылку на свою социальную сеть для того, чтобы и фотографии, которые вам нравятся. И мы включим вас в этот самый Telegram, вы будете видеть любую транзакцию, вот буквально там, не знаю, с другом сидите, он проинвестировал, и вы будете видеть тут же, как эта сумма отразилась в этом Telegram-канале. И в конце месяца вы получите отчет о наших расходах. Таким образом, поймете,
как работают ваши инвестиции на развитие нашего проекта. Вот такие вот функции. Поэтому, ребят, добро пожаловать, всех приглашаю. Так. Ага, вопрос. Значит, спрашивают, когда компания будет преобразована из закрытой в открытую путем выпуска акций? Так, ребят, это возможно после того, когда мы преодолеем определенные этапы. Еще раз немного вернемся на сайт. Я напомню, что у нас патентование идет сейчас в 75 странах мира. Я планирую в этом году получить порядка в 70-80% от этого количества уже патенты. И в 2024 году полностью закрыть получение патентов по всем этим самым странам. После чего мы делаем оценку этих патентов. Таким образом, у нас появляется возможность формировать уставный капитал акционерного общества. Эти патенты передаются в собственность акционерного общества. Акционерное общество выпускает акции, и уже есть возможность передать эти акции, соответственно, законным владельцам. Поэтому у нас как таковой закрытой компании сейчас нет, у нас сейчас есть стартап, который должен в определенный момент дойти до того момента, когда появятся вот эти самые акции, которые мы вам сможем передать. Когда это можно ожидать? Ну, может быть, в ближайшие 2-3 года это возможно, но давайте не будем забывать, что если прибыль, допустим, мы бы получили завтра, никакая не проблема связаться с каждым нашим инвестором, доля его участия в проекте, она известна, и просто-напросто, используя современные инструменты криптобиржи, отправить часть полученной прибыли. Поэтому на скорость выплаты дивидендов, это точно не повлияет. Но вообще, конечно, нам надо будет со временем, когда возникнет в этом необходимость, все эти операции провести для того, чтобы людям передать акции и таким образом обменять электронно-цифровые ключи, которые мы выдавали. Выдачу мы возобновим где-то примерно в середине апреля, потому что этот сервис нужно заново сейчас организовать. И мы, по сути, обменяем эти предоплаченные вами акции сегодня на реальные акции акционерного общества. После чего, конечно же, вы сможете ими распоряжаться на свое усмотрение. Либо владеть ими и получать прибыль, либо продать их по более высокой стоимости, я надеюсь. Так, Надежда, спасибо за поздравления. Инна, девочки, молодцы, я так понимаю, в поддержке. Спасибо. Все, океан возможностей тоже помню, очень давний участник наших прямых эфиров. Ребят, всем спасибо. Пожалуйста, поздравляйте в комментариях друг друга, и меня, и себя. Ставьте лайки, это позитивно повлияет на продвижение нашего прямого эфира. И это будет от вас обратная связь, это оценка той работы, которую мы сегодня делаем. Она, конечно же, для нас важна. Комментарии обычно через 2-3 дня после эфира, я обязательно со всеми знакомлюсь, читаю. Мне интересно получить от вас обратную связь. Поэтому не ленитесь, пишите, задавайте вопросы. Участвуйте, подписывайтесь на наш Инстаграм, на Фейсбук. У нас также есть ВКонтакте. Там новости появляются чаще, чем на сайте. Почему? Потому что на сайте у нас в основном только крупные новости мы публикуем. До новых встреч. Спасибо за внимание, друзья.